Меня поражают эти мужчины, комментаторы, которые пишут: женщины, вы такие меркантильные, вам нужны деньги, а не любовь. Да, мне нужны деньги, а не любовь. Ты считаешь, что меня можно так троллить? Ты знаешь, что я ждала эти часы? Ты мне их обещал, ты мне их год обещал. Всем привет! Сегодня у нас подборка видео, когда девушки требуют от своих мужей денег и вообще в целом не ценят человеческого внимания. Поехали. Нафиг мне муж без денег? Я тогда с тобой разведусь. Привет. О, здорово. Слушай, Саш, у меня к тебе просьба будет. Какая? Мне нужны деньги. Начнем с того, сколько? Ну, $200. Продолжим. На что тебе такие деньги? Для чего? Я хочу ресницы сделать, волосы, там, ногти у меня, смотри, маникюра совсем нет. Ты видишь вот это? Салон автомобиля. Ну, вижу, и что? Машина в ремонте. Ну, хорошо, что на ремонте, так при чем здесь? Я все деньги на ремонт отдал. Не, Саш, ты хочешь сказать, что на машину у тебя деньги есть на ее ремонт, а на жену у тебя нету денег, да? Именно. Ты что, офигел? Нет. Саша, посмотри, во-первых, на меня. А что ты там ходишь, блин? Я что, со спиной с твоей разговаривать должна, что ли? Ну, я думал, ты и так слышишь меня прекрасно. Я хочу посмотреть в твои наглые глаза. Деньги где? Нет. Деньги мне давай. Нету денег, Яна. Слушай, ты что, офигел? Чего? Что, чего? Блин, в смысле у тебя нету денег? Расскажу. Ну, конечно, молодец мужик, что не прогнулся под ней, стоит на своем, на свою любимку потратил на машину. Это да. Понятно, что мы не знаем всей ситуации, но так-то молодец. Понятно, мы не знаем, опять же, ни договоренностей, какие у них в семье, да, там, кто за что отвечает в плане финансов, один ли он тащит семью, либо они оба работают, вот эти вот все нюансы. Но то, что когда жена только подходит и говорит тебе: ты офигел, давай денег или что-то, это такое себе. Например, мое мнение, я не знаю, вот у меня брат старший есть, у него в семье так, что он отдает и отдавал всегда жене деньги. Мне такая модель не нравится. Не знаю, как у вас, напишите в комментариях. У меня всегда было, что я, если зарабатываю, мои деньги всегда при мне. Неважно, я, допустим, когда был женат, я полностью все обеспечивал, всегда мои деньги были при мне. Не было такой модели, чтобы я отдавал кому-то. Что за бред? Я заработал, потом отдал, жене, и такой подхожу: дай мне там, да, не знаю, что там мне там, не знаю, на бензин или на что-то. Так, я, допустим, не курю, мне на сигареты не надо просить. Но это как-то для меня унизительно было бы. Для брата это как-то окей, норм. Для меня как какой-то это бред. То есть у меня всегда деньги при мне. Я никогда никому их не давал. То есть мне, если подходила жена там, не знаю, за продуктами, она мне говорила конкретно: надо за продуктами. Окей, собрались, мы поехали, я оплатил тут же, я понимаю. И, во-первых, я так делал, я не давал ей лично, потому что она, есть такой типаж девушек, транжиры. То есть ты им дашь, условно, на еду, а они половину на еду потратят, половину на какую-нибудь там, реально ненужную сейчас хрень. Особенно, когда у вас бюджет ограничен. То есть нет, когда ты говоришь человеку, допустим, она там, не знаю, сумочку хочет, да, пускай она там недорогая, допустим, там за пару тысяч, условно. И ты говоришь: пока нет, пока только на еду. Потом, как будет, мы сделаем. Да, окей, и при этом человек мог профукать. То есть я помню, я тестировал такой вариант. В общем. Поэтому в данном случае тип молодец, что не прогнулся и так далее, да. Озаботив. Пройдемся по другой стороне медали. Сломаю вам мозг, как был сломан мой. Представьте мужчину, достаточно успешного, который каждое утро перед работой встает, варит кашу, варит яйца, нарезает кучу разных бутербродов. Причем каждое утро он варит кашу разную для всех. Он не пьет, не курит, не играет, он не гуляет, он не ходит ни по каким там барам, гаражам и прочим. Он просто там, может быть, один раз в год с кем-то придется по улице просто походить ногами, либо посидеть в заведении и покушать. Он все делает для семьи. Много чего делает по дому. Он может помыть окна, он может помыть полы, он застирает там вашу одежду руками и мылом, если там какие-то пятна на ней образовались перед тем, как закинуть в машинку. В выходных варит борщи, делает лазаньи, может своими ручками налепить хинкали. И отменно это умеет делать, а еще сухое пюре по выходным.
вовлеченный папа. Он каждый вечер купает ребенка, поет его кефиром там. Ну, я надеюсь, вы тоже ждете, да, какого-то очень жесткого подвоха. Потому что, ну, все идеально, но у девушек чаще всего есть после этого всего «но». Ну, посмотрим. Обязательно сходит с ним погулять. Если ты что-то его попросила, он сбегает, съездит. Ты захотела крыжовник, он уже оделся и поехал на рынок и привез тебе целый ящик этого крыжовника или рыбы, просто потому что ты ее захотела. Он идет с тобой на роды, приходит с родов в 5 утра с твоими вещичками, берет своими ручками, застирывает твою белую кофту, твое нижнее белье от крови, потом это все стирает, потом это гладит, потом приводит к тебе. Ты лежишь в больнице, он приходит с работы вечером, готовит кучу блюд, все это складывает в контейнер и в 10 часов вечера везет тебе в больницу, чтобы ты это поела все теплым, вкусным. Он без повода, стабильно, каждые примерно 2 месяца приносит тебе букет цветов. Да, просто потому что ты их любишь. Прекрасный, потрясающий. Он не лежит на диване, он даже в туалет, если идет, он английский изучает, он занимается спортом, он может встать рано утром, сесть на тренажер и крутить педали, потому что он следит за своей фигурой. Развивается, очищает там вам всей семье обувь, натирает ее. Он очень чистоплотный, педантичный, весь такой с иголочки, следит за своим внешним видом. И большую часть времени ты видишь вот такого человека, вот такого. И у 99% женщин мозг нахрен сломается. А еще очень сложно рядом с таким человеком не поверить, что ты кусок говна. Да, конечно, это жесть. Девушкам какого ни дай, они всегда найдут подвох. Но вот такая она форма жизни. По-моему, тут можно такой как будто бы вывод, как будто... Они всегда, находят подвох. Ну, идеально. Ну, просто делает то, что даже делать и не нужно нормальному мужику. Ну, все там, я не знаю, делает. Насколько она вот перечислила. И готовит, стирает, убирает, там дети, после родов помощь. Все, что хочешь. И по щелчку пальца, там ей делает, ну, какие-то добрые дела, там, да, или побежал за, как она сказала, за крыжовником или за чем-то. Ну, я уверен, там, любая по щелчку фигня, он там сорвется, сделает, потому что любимая жена. Ну, у него, он считает, да, ну, как бы это неплохо, когда достойный человек рядом. Но если девушка берет мое мнение, записывает это на камеру и говорит, что она говном себя ощущает, опять же, да, ну, какая-то, ну, это ненормально, ну, вообще ненормально. Тут надо, наоборот, радоваться, облизывать и давать ему в ответ, то есть он тебе отдает, офигеть, сколько энергии всего делает, ты должна ему, ну, не хуже отдавать, тогда будет, офигеть, какая гармония. Я не знаю, я думаю, из нас тут сидящих, ну, я думаю, адекватный, если мужик, он хотел бы таких нормальных, адекватных отношений, но я в том плане, чтобы ты относишься к человеку, к тебе относятся 50 на 50, работают. И тогда будет и идиллия. Ну, где же их в наше время найти такую пригодную, адекватную, которая хочет действительно семью? Ну, пока мне не попадалось. Либо они там, да, с ЧСВ завышенным, с пачкой детей, и при этом все равно завышенная, как я одну там на сайте знакомств видел, с 2 детьми, такая прям полненькая, ну, мне не нравятся полненькие, мне нравятся такие вот, но средненькие, в идеале стройные, в идеале, длинноволосые, допустим, мой вкус. И она вот такая вот с 2 детьми, и пишет еще, с 2 детьми ищу мужа для детей. Наоборот, отца для детей она ищет. И говорит, надеюсь, есть еще настоящие мужчины в 21 веке. Вот это я поржал с этой анкеты. Думаю, ну, если к тебе и прибьется, то это прям отчаянный какой-то чувачок. Ну да, во-первых, которым нужны, ну, нравятся такие пухленькие, да, такие прям объемные, такие женщины. И плюс еще захочет 2, как бы, прицепиков. Жестко, конечно. Да, жесть. Что она, что-то она там не ожидала от мужа в день рождения. Окей. Ой, Закрывай глаза. сейчас подожди. Я сяду покрасивее.
Я готова. Ты давно этого хотела. И просила меня об этом. Можно подглядывать? Да, открывай. Ну, Твоя мечта от Тиффани. Я организовал маэстро, сам лично для тебя готовил. ты что, Тортик? идиот? Почему же? Это вкусно. Это от Тиффани. Ты мне обещал часы от Тиффани. Часы сейчас не модно. А торт ни у кого. Даже от Тиффани ни у кого нет. Ты серьезно? Ты мне вчера сказал, что ты купил мне что-то от Тиффани. Это торт? Да. Это был торт? Это круто. То есть я ждала сегодня весь день торт? Ты серьезно? Ты идиот? Ты же любишь сладкое? Ты что, считаешь, что меня можно так троллить? Ты знаешь, что я ждала эти часы? Ты мне их обещал, да не их год обещал. Ты обещал, когда я Еву родила, что ты мне их купишь. Ты мне вчера сказал, что ты мне купил что-то от Тиффани. Ты купил мне торт? Малыш, я думал, Тиффани это кондитерская, а не ювелирка. Че ты врешь? Ты прекрасно знаешь, что такое Тиффани. Я тебе показывала, где это купить. Ты что там в телеграме юмора начитался, да? Тебя шутить научили? Троллить тебя там кто-то научил? Ай, да, конечно, мужик зарядил прикольно. Но если так рассудить логически, то вот лично для меня и для адекватной девушки тоже, ну, даже если такая ситуация, что там год он там что-то обещал. Ну, конечно, это не очень хорошо обещать в данном случае какой-то такой подарок недешевый целый год. И как бы, ну, точнее, постоянно обещать и так этого и не делать. Ну, если есть причины, ну, допустим, пока финансовое положение сложное, да, ну да, окей, ты это объясняешь логически, да, ну, подожди, как бы вот будет варик, мы возьмем, но не давать обещания, ну, окей, если так логически и по-нормальному, без смеха разобраться, то да. Но и в данном случае, даже если мне бы вот так вот сделали, допустим, что-то бы обещали, и преподнесли бы реально сделанную вот так вот какую-то вещь своими руками, я бы это офигеть как оценил. Но я думаю, адекватный тоже каждый мужик и оценил бы, когда ему сделали бы что-то своими руками, действительно искренне подарили это, потому что ты это не купишь никогда, когда для тебя что-то сделали вот так вот вручную искренне. Такое ты нигде не купишь, ничего нет. И тут нормальная, адекватная девушка, она бы обрадовалась. Ну, что вот, да, ты молодец, ты руками нифига себе сделал, прикольно, вот так вот, да. Ну, то есть вместе бы как-то поддержали, посмеялись, ну, как-то вот так вот. Да, после этого, возможно, ну, мне так просто кажется, что если бы она этот подарок, сделанный руками, приняла бы нормально, то он бы и купил ей действительно там какие-то часы от Тиффани, я вообще без понятия, что это такое, ну, какая-то штука, видимо, брендовая, дорогая. Да. И тут она, конечно, себя ведет, ну, как-то, опять же, если судить по камере, то мерзковато. Я ее лично в жизни не знаю, но если так судить, то да, не очень. Вчера я встретилась с бывшим, с которым мы расстались почти год назад. Мы были вместе 5 лет. Я так не вышла за него замуж, потому что ему было удобно просто жить вместе и не брать ответственность. Прошел почти год. Мы когда расставались, мне было, сука, так тяжело, что мне, блядь, было сложно дышать. Прошел почти год. Он даже не спросил, как просто, сука, мои дела. И это тот момент, когда ты понимаешь, что ты сделал правильный выбор. Как бы тяжело не было уходить и хотеть попробовать начать заново. Есть люди, с которыми, к сожалению, нам в жизни не по пути. Всем Ну, да, есть в жизни, которым не по пути люди, но в данном случае, как она описывает ситуацию, я здесь вижу ситуацию только такую, что мужик изначально не видел в ней жену. Возможно, она ему отдалась там за пряник на первом свидании,
И ни один адекватный мужик такую девушку не возьмет в жены. Я бы никогда не взял. На втором бы свидание отдалась и так далее. Нет. Потому что если девушка за пряник вот так вот готова сделать, то она и на любого, у кого есть пряник, прыгнет. Ну, то есть это логично. Тут другой логики не будет. Потому что также и девушка, почему она потом, допустим, ревность возникает в семье. Да потому что мужик, если понимает, что она за пряник, я условно, понятно, утрирую, отдается, да, и он, естественно, ревнует, что она куда-нибудь пойдет на корпоратив, на нее кто-то наскочит. Также и девушка мужика может ревновать. Если она понимает, что перед ним только тряхни грудями, и он тут же язык вывалил и побежал. То есть он не умеет как-то сдерживаться, да, там. Ну, короче, да, в данном случае с какого, а также, если так посудить, с какого перепугу он должен был о тебе вспомнить. Он просто нашел девушку, с которой тыкался, как говорится, сколько-то там лет, а она влюбилась, она думала, что будет женитьба, думала, что сейчас своей Матильдой загонит его в женитьбу, а он просто попользовался и все, и соскочил, когда зашел разговор на женитьбе, и она решила соскочить, потому что поняла, что с этого проекта ничего не выгорит. Окей, да, это жизнь, никуда не денешься, мужики тоже не святые, понятно, и девушки не святые, ну, как есть. Привет, я Юля, я ушла. Что она там? Окей. 9 месяцев назад я съехала от него, и полгода, как мы официально развелись. Я ушла от хорошего мужа и выбрала себя, несмотря на то, что это далось мне очень тяжело. Я потратила всю свою силу на принятие этого решения. И, как говорит мой психолог, от хороших мужей гораздо тяжелее уходить, чем от плохих. Когда твой муж тебя бьет, когда слышу, что говорит психолог, тут уже сразу можно стопроцентный вывод сделать о адекватности человека. Засрал мозги просто психолог, и она просто соскочила. Ну да ладно, дослушаем. Пьет, не занимается семьей и так далее, гораздо проще взять всю свою волю в кулак, собраться и свалить. Но когда твой муж тебя носит на руках, когда он заботится о семье, когда он не имеет плохих привычек, занимается спортом и прочие классные вещи, балует тебя, заботится, любит, ценит, вот тогда тяжело. Тогда становится по-настоящему тяжело, и с этим тяжело ты живешь еще очень-очень долгое время. Прошел год, как я приняла решение развестись с мужем, и мне до сих пор тяжело. Ну и, видимо, спустя год я решила начать делиться этим путем, на который мне не хватало сил делиться этим в своем блоге весь этот год. Поэтому хочется сказать, если вы сейчас находитесь на стадии принятия подобного решения и понимаете, что ваш конец уже близок, вашей пары, я хочу пожелать вам терпения и сил, потому что это правда непросто, когда именно за это решение отвечаешь ты. Ну, конечно, молодец, она молодец, наслушалась какой-то хрени и соскочила. И еще об этом решила завести блог и вещать, чтобы подтолкнуть других каких-нибудь девушек, да? Ну, если в целом девушка неадекватная, она поведется и на психологинь, и и так далее. Короче, вообще в целом в дурке много пустует палат, да, как бы, и да, как говорят, в дурке только те, кто спалились. Неадекватных на самом деле у нас много ходит, по планете вообще в целом. Такие вот видео подобные доказывают, потому что, ну, все идеально, да, и она просто берет, соскакивает. Просто берет, соскакивает от хорошего мужа, потому что психолог какой-то тупорылый ей взял с нее. Да, его понять можно, он делает бабки. Ну, он что, за консультацию взял, состриг, с таких вот он и берет денег, они зарабатывают нехило. Просто впудривают что-то, консультируют, ну и иди сюда. Ну, короче, как можно больше денег высасывают, я думаю. И так далее. И потом такие дурынды, и к чему это последнее она сказала, если у вас там плохо, это, так у тебя было все хорошо, зачем ты говоришь в конце, что если у вас там какая-то пропасть плохо, то соскакивайте с этого дела и так далее. Это, короче, жесть. Да, вот так вот и сидим одни, потому что адекватных мало. И проще вот таких вот, которые выбирают себя, типа, когда все хорошо, когда все нормально. Так еще ж самое главное, ладно бы она соскочила, да, как бы, но если у них дети, это ж ломается психика детей,
Потому что дети видят разлад, развод, ругань. Они это все впитывают. Они перенимают эту модель поведения. И так далее, и так далее. То есть, ну, ребенок же это пластилин, с которого можно слепить чего угодно. И это так было и есть. Это жесть. Потом и ходят вот так вот по миру с какими-то сразу же с психическими отклонениями, с детства понаберутся. Ну да ладно. Короче, одним словом, жесть. И на этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, пишите свое мнение в комментариях. Я стараюсь все читать. И всем пока.